Наиболее привлекательные города для инвестирования в недвижимость в Таиланде – это цены на недвижимость. Возьмем примерно одинаковую квартиру. Это будет новое жилье до 40 квадратных метров в хорошей локации. Например, И третье, наша управляющая компания будет сдавать вашу недвижимость в аренду, и вы будете получать ежегодный пассивный доход. Это Питер. У Питера есть деньги, которые он хочет выгодно вложить. Из множества вариантов он выбрал инвестиции в недвижимость в Таиланде. Но какой выбрать регион? Сегодня мы, команда Loyang Green Park, поможем Питеру и расскажем о самых популярных регионах Таиланда для инвестиций в недвижимость. наиболее привлекательные города для инвестирования в недвижимость в Таиланде – это Бангкок и Паттайя, а также острова Пхукет и Самуи. Бангкок – это один из самых быстро растущих и перспективных городов в Юго-Восточной Азии. Это настоящий деловой и финансовый центр, столица и самое сердце Таиланда. Здесь расположено множество международных компаний, при этом стоимость жизни значительно ниже по сравнению с Гонконгом, Сингапуром или Шанхаем. Здесь востребованы кондоминиумы, а основные покупатели – это иностранцы из Японии и Китая. Как правило, жилую недвижимость в Бангкоке покупают бизнесмены или сотрудники международной компании. А если это покупка для инвестиций, то это, скорее всего, будет долгосрочная аренда для сотрудников, которые приезжают туда по работе. Среди туристов более популярными, конечно, являются места курортные – острова Пхукет и Самуи и город Паттайя. Паттайя располагается в 150 километрах от Бангкока. Это один из самых популярных курортов Таиланда. Здесь разрешено высотное строительство, поэтому выбор апартаментов большой. Но, с другой стороны, предложения зачастую превышают спрос, а это значит, что цена на недвижимость не растет, а иногда даже и падает. Самуи – это небольшой гористый остров. Он больше подходит для умиротворенного, спокойного отдыха или жизни. Инфраструктура здесь сейчас формируется, и уже налажено международное сообщение с ближайшими странами. Отличительная особенность, что здесь разрешены постройки не более 12 метров, поэтому строить кондоминиумы здесь не совсем выгодно, так как стоимость земли распределяется всего на плюс-минус 4 этажа, как, например, в Бангкоке это будет 80 этажей. Поэтому на данный момент здесь строят больше виллы, и они пользуются спросом. Хотя до того, как ограничение вступило в силу, несколько кондо все же были построены, и, естественно, сносить их уже никто не стал. Остров Пхукет, кстати, как и Самуи, начал застраиваться именно виллами, поэтому сюда приезжали люди с более высоким чеком на аренду жилья, по сравнению, например, с Паттайей. Однако последние, наверное, лет 6 здесь начал развиваться как раз сегмент апартаментов. Очень много запустилось проектов кондоминиумов, и сейчас Пхукет – это развивающийся рынок апартаментов. В сравнении с другими курортными городами инфраструктура на Пхукете, конечно, наиболее развита. Здесь есть и госпитали, и учебные заведения, и магазины, все, что нужно для отдыха. Международный аэропорт Пхукета принимает порядка 10 миллионов туристов в год. Это цифры, конечно, до пандемии. А в Паттайе примерно 8 миллионов и на Самуи всего лишь 2,7. И сравним цены на недвижимость, возьмем примерно одинаковую квартиру, это будет новое жилье до 40 квадратных метров в хорошей локации, например, близко к морю или близко к инфраструктуре и достопримечательностям. Такая квартира в Бангкоке будет стоить примерно 160 тысяч долларов. На Пхукете такая квартира обойдется порядка 120 тысяч, на Самуи это будет примерно 100 и в Паттайе порядка 80. Понятно, что эти цифры очень условные, это плюс-минус всегда, но соотношение цен будет примерно такое. При этом, если сравнивать аренду, то в Бангкоке аренда будет, скорее всего, направлена на долгосрочные контракты, и тогда при пересчете цены на среднесуточную стоимость будет немного ниже. На Пхукете, на Самуи и в Паттайе это, конечно, будет holiday rentals, так называемый, да, когда квартира сдается посуточно на короткие периоды. И тогда среднесуточная стоимость будет немножко выше. Но в целом, конечно, цены на аренду в Паттайе будут ниже, чем на Самуи и на Пхукете, а цены в Бангкоке будут примерно средними ценами Пхукета, но за счет длительности контракта будут немножко ниже. При этом нужно понимать, что Бангкок – это мегаполис, а покупая квартиру на Пхукете, собственник может и отдыхать здесь на море, и остальное время в году сдавать ее. После того, как Питер определится с городом или курортом, необходимо учесть еще ряд критериев, что влияет на цену.
Локация. Сюда относится инфраструктура, заселенность района, удаленность от моря. Мы уже рассказывали об основных районах Пхукета. Вы можете посмотреть это видео по ссылке. Второй важный критерий – внутренняя инфраструктура и звездность. На какой сегмент проект рассчитан, есть ли отельная лицензия или нет, ведь от этого зависит доход в случае сдачи в аренду. Обратите внимание на экстерьер и интерьер проекта, его ценовое и конкурентное преимущество среди объектов такого же уровня. Ну и, конечно, сам застройщик и предложение. Здесь мы остановимся подробнее и расскажем, какие программы доходности вы можете выбрать при покупке апартаментов в Лаян Грин Парк. Допустим, вы приобрели апартаменты в Лаян Грин Парке. Давайте посмотрим, какая ваша выгода. Первое. Вы заработаете на росте цены на недвижимость до конца строительства. Второе. Вы будете зарабатывать на росте цены на недвижимость ежегодно. И третье. Наша управляющая компания будет сдавать вашу недвижимость в аренду, и вы будете получать ежегодный пассивный доход. Вот о нем мы и поговорим. У нас есть два варианта получения арендного дохода. Первое – это программа гарантированного дохода. По программе гарантированного дохода вы получаете 8% от стоимости вашей квартиры в течение 5 лет, вне зависимости от ее фактической сдачи. Например, вы приобрели студию стоимостью 4 миллиона 90 тысяч тайских бат. Вы начинаете получать гарантированный доход после сдачи проекта в эксплуатацию, и ваш доход составит 327 тысяч тайских бат ежегодно на протяжении 5 лет. Теперь поговорим о втором варианте получения арендного дохода – Rental Pool. Как работает Rental Pool? По данной программе собственник квартиры получает доход от фактической сдачи, а не фиксированную сумму, как при гарантированном доходе. Итак, квартиры одинаковых категорий объединяются в пулы. Например, все студии образуют один пул и сдаваться будут по одной цене. Односпальные квартиры – другой пул и сдаваться будут по другой цене. А в конце года управляющая компания считает весь арендный доход за вычетом управленческих расходов. 60% отдает собственнику квартиры данного пула и 40% забирает себе. Rental Pool может приносить больше, чем 8%, но при этом он не фиксированный и зависит от фактической сдачи. У нас есть два способа оплаты. Первый – оплата в рассрочку до конца строительства. Второй – это полная оплата. Теперь Питер знает больше о том, где он может приобрести недвижимость в Таиланде и какой доход он может получать. Но остался еще один вопрос. Питер будет получать доход от сдачи его собственности в аренду. Но кто именно будет сдавать его квартиру и следить за ней? То есть это компания, которая управляет индивидуальными отелями и создают индивидуальные концепции. И это гарантирует владельцу, что на старте запуска отеля у него уже будет поток туристов. Экологичность как в строительстве, также мы хотим это перенести и в управление нашим объектом. Очень большой список стандартов. И это касается ресторанов, баров. И, к счастью, с недавним бумом IT-технологий таких интересных решений на рынке появляется все больше и больше. Об этом мы поговорим в следующем видео и расскажем, что такое управление курортной недвижимостью, как работают мировые бренды и что планирует сделать управляющая компания Лаян Грин Парк.